Привет! С вами Казка. В этом видео я вам расскажу, как слегка повысить FPS в Hogwarts Legacy, а также избавиться от лагов и фризов. Оптимизация в этой игре печальная, я бы сказал очень печальная, так как даже без денува на пиратке происходят резкие просадки FPS, фризы и так далее. То есть все ролики на ютубе, в том числе и мой, это как пытаться избежать неизбежного. Если у тебя очень сильно фризит, тормозит, только менять систему, и по всей видимости как минимум 4090. Будет два ролика по Hogwarts Legacy. Здесь мы рассмотрим несколько пресетов настроек графики для разных ПК, а также очень легкая оптимизация винды, по сути в два клика. А в следующем ролике мы сфокусируемся на оптимизации приложений и самого процессора, то есть оптимизация будет более жесткая. Работает как на Windows 10, так и на 11. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Ищешь, где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть Office или вообще антивирус? Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, с чего начинается оптимизация, это конечно же с настроечек графики. Для этого нажимаем Escape, настройки, настройки дисплея, оконный режим ставим полный экран, разрешение рендеринга. Используем в том случае, если мы не будем использовать тип масштабирования. Но в Hogwarts Legacy играть без DLSS либо MDFSR это грех, поэтому рендеринг мы пропустим. Режим сглаживания. По моим тестам низкое сглаживание и высокое на FPS никак не влияет. То есть для более мощных систем ставим высокое без проблем. Для слабых лучше подстраховаться, какие-то локации, замесы ставим низкое. Nvidia DLA лучше не включать, потому что кушает уже приличный FPS. Тип масштабирования. Здесь у нас есть множество технологий масштабирования. Это DLSS, FSR 2, FSR 1.0, Nvidia NIS и Intel кто-то там. Если твоя видеокарта поддерживает DLSS, то есть серия RTX, выбираешь Nvidia DLSS и оставляешь на авто. Авторежим справляется очень даже неплохо. Четкость при масштабировании. Тут уже по желанию, как тебе больше нравится. Если видеокарта у тебя не поддерживает DLSS, здесь мы можем выбрать либо FSR 2, либо FSR 1.0. По моим тестам, максимальный пресет FSR 2.0 это Quality, он проигрывает FSR 1.0 Ultra Quality. То есть здесь у нас картинка плюс-минус такая же самая, но FPS чутка будет больше. Это на моей системе у тебя может быть совсем другой результат. Frame Generation. У кого есть поддержка, по-моему, это новая линейка от Nvidia, можете включить. Лично я не тестировал, не знаю, как оно работает. Nvidia Reflex Low Latency. Для слабых систем мы выключаем, для более мощных ставим на вкл. Вертикальная синхронизация. Я выключаю. Но если у тебя моник 60 Гц и система очень слабая, можешь включить. Не всегда, но крайне редко на слабых процессорах. Вертикалка может немножко разгрузить твой процессор. Частота кадров. Ставишь по желанию, я оставляю на 144. Поле зрения я оставляю по дефолту на нуле. Размытие в движении, глубина резкости, аберрация и зернистость. На FPS если влияет, то 1-2 кадра. Поэтому по большей части тут все по желанию. Переходим на настройки графики и начинается самое интересное. Покажу два конфига. Для более мощных систем и для более средних. Для слабых ПК, тут очевидно, ставишь самое низкое и идешь играть. Первый пресет для видеокарт 3060, либо ее аналогов от AMD. Качество эффектов ставим высоко, материалы средне, туман низко, небо средне, растительность низко, постобработка высоко, тени низко, текстуры в зависимости от объема видеопамяти, но если у тебя RTX серия, то можешь ставить высоко, спокойно и без проблем. Дистанция обзора средняя, качество обитателей высоко. Трассировку лучей я даже не тестировал в этой игре, потому что и так происходят резкие дропы по FPS, а с трассировкой лучей я даже боюсь представить, что вообще будет в этой игре. То есть, как по мне, с такой оптимизацией зря не добавили эту функцию. Посмотреть, поулыбаться можно, все, играть с ней, если у тебя 38 Ti, да, ты можешь поиграть с трассировкой, и то у тебя будет все равно дропы по FPS до 20-30. Первый пресет для более мощных систем выглядит как-то так, то есть по картинке плюс-минус мы ничего не теряем, по FPS небольшой буст у нас все-таки есть. Если система у тебя чутка слабее, мы можем сделать следующее. Качество эффекта ставим на среднее, материалы оставляешь низкое либо среднее, небо тоже ставим на низкое, постобработка средняя, текстуры оставляешь на средняя либо высоко, дистанция обзора низкая и качество обитателей среднее. Примерно получается как-то
так. FPS будет еще больше, ну картинка уже, да, конечно, немножко подхерячится, но тем не менее. Играть еще более чем приятно. Я даже скажу следующее, что даже на пресете графики низко, играется очень даже неплохо, картинка достойная, я считаю, но теряется атмосфера. Для атмосферы это у нас нужно ставить высоко туман, тени тоже высоко, обитатели высоко и материалы с эффектами как минимум на среднем пресете. И нажимаем применить настройки. Теперь же мы перейдем на рабочий стол для небольшой оптимизации и настройки твоей системы под игру. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 4 папки: конфиг, настройка видеокарты, очистка и твики реестра, а также приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. В нашем архиве открываем ярлык «Схема питания», «Показать доп. Схемы» и ставим галочку на «Максимальная производительность». Теперь, собственно, то, что касается конфига. Лично мне этот способ не помог. Возможно, 2-3 кадра сверху, но как были фризы и резкий дроп по FPS, так и осталось. Но судя по комментариям, большинству все-таки помогло. Открываем конфиг, копируем то, что здесь указано, нажимаем PKM, копировать, закрываем блокнот, в поиске пишем процент appdata и процент. Открываем папку appdata, нажимаем на appdata, local, здесь находим Phoenix, либо Hogwarts Legacy, saved, config, Windows No Editor, и нас интересует Engine. Перед тем, как вносить изменения, можешь сделать бэкап, то есть PKM, копировать и на рабочий стол. Открываем Engine, опускаемся в самый низ, нажимаем Enter, еще раз Enter, далее Ctrl плюс V, и здесь, где у нас указан Streaming Pool Size, нужно ставить значение в соответствии с количеством видеопамяти на твоем ПК. То есть, если 8 гиг и меньше, пишем 3072. Если более, то вот у нас идут значения. Мы же копируем 3072, где равно, нажимаем Ctrl плюс V, удаляем вплоть до R-Streaming Pool Size. То есть должно получиться когда так, идет Pool Size, а дальше Limit Pool Size. Нажимаем файл и сохранить. Закрываем, нажимаем PKM, свойства и ставим галочку на только чтение, применить и ОК. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. У кого игра в Steam, открываем Steam, библиотека, представим, что это у нас Hogwarts Legacy, PKM, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы и нажимаем обзор. У меня же игрушка куплена за пиратские рубли, поэтому в моем случае это диск D, Hogwarts Legacy. Далее нас интересует приложение Hogwarts Legacy, PKM, свойства, совместимость. Ставим галочку на «Отключить оптимизацию во весь экран». Далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на «Режим масштабирования». Нажимаем «Ок», «Применить» и «Ок». Открываем папку Phoenix, Binaries, Win64. Здесь тоже находим приложение Hogwarts Legacy. Нажимаем PKM, свойства, совместимость. Ставим галочку на «Отключить оптимизацию во весь экран». И снова же параметры высокого DPI, галочка «Ок», «Применить» и «Ок». Далее мы копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение. Если на твоей системе доступна функция аппаратное ускорение, для Hogwarts Legacy я рекомендую все-таки включить. Именно в Hogwarts Legacy аппаратное ускорение работает слегка лучше, чем в остальных играх. По крайней мере, именно на моей системе это выглядит как-то так. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь, Hogwarts Legacy, нажимаем добавить, далее параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, системные устройства, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, настройки, создание клипов. Если вдруг у тебя стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно отключаем. Отключаем, я говорю. Нажимаем закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать небольшую оптимизацию, настройку твоей видеокарты. Для этого открываем наш архив,
папка настройка видеокарты. Здесь у нас находятся 3 папки для разных видеокарт: AMD, Intel и Nvidia. Начнем с Nvidia. Первый подпункт. Открываем, качаем последнюю версию драйверов, делаем установку и перезагружаем нашу систему. Далее. Открываем Nvidia Driver Settings и делаем настроечку, как указано на картинках. Ничего сложного нет, каждый с этим разберется. Если у нас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. То же самое. Первый подпункт. Открываем драйвера, качаем последнюю версию рекомендованных драйверов, делаем установку только Minimal Install и перезагружаем нашу систему. Открываем AMD Driver Settings и по картиночкам делаем настроечку. Если у нас видеоядро от Intel, не знаю, на что именно вы рассчитываете с графическим ядром от Intel, но тем не менее. У нас здесь есть картинки, делаешь настройку. Открываем папку очистка, Delete Temp Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Возвращаемся назад, Delete Temp Files, снова же. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete, да и отмена. Возвращаемся назад и теперь открываем диск Clean Up. Выбираем диск C, ОК. Далее нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. В нашем архиве находим приложение MSI Mod. Нажимаем PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI. Приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Твики реестра. Открываем папку. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть бэкапчики. То есть, допустим, отключили GameDVR 1 и 2, и нам нужно вдруг его включить. Заходим в бэкап файлов реестра и делаем активацию уже бэкапов, то есть включается DVR назад. Здесь же есть для рукастых, для тех, кто любит почитать, и в картинках. То есть все максимально удобно и подробно. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Как мне писали люди, многим бустит от 15 до 20 кадров. Правда это или нет, можете сами проверить. Нажимаем PKM слияние, GameDVR 2 PKM и слияние. Отзывающая система PKM слияние, сетевой тротлинг мы пропускаем, и системный приоритет тоже PKM и слияние. Еще раз повторюсь, сделаем бэкап обязательно, потому что кому-то бустит FPS, а кому-то делает только хуже. Открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи, все, что здесь у тебя будет указано, все это отключаешь и ставишь на самое минимальное значение. Нажимаем главное. Конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем, либо используем, но крайне редко, такие как Xbox, Xbox Game Bar, Telegram, возможно, калькулятор, камера и так далее. Все это можно спокойно отключать. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Хотелось бы в это верить. Как говорится, до скорых встреч!